Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в 45-й выпуск 4-го сезона «Пути со дна» с прокачкой с нуля в Escape from Tarkov. В предыдущем выпуске закрыл квест «Горячая доставка» для барахольщика с закладкой снаряжения на развязке. И закрыл квест «Оружейник», часть 12 со сборкой АК-102 для механика. Выпуск поддержали финансово Тимон Омск, Диско Внук, Антон Палыч и Двоемер. Большое спасибо, парни. Без вашей поддержки, ну никак. Отдельно спасибо за покрытую комиссию. Будьте здоровы. Всем приятного просмотра. Сегодня с механиком нам, кстати говоря, по пути. На развязке, говорят, 2 раза надо будет выйти с локации, и мы выполним дейлик. Я думаю, мы совместим с квестом терапевта, служба дезинфекции. Мне нужно здесь еще 11 диких дострелять. Раз уж взялись, надо добить этот квест, я считаю. Точно такой же, как и дейлик, только здесь надо будет 3 раза мне еще выйти. Это ночь распродаж, квест от барахольщика. Значит, идем за ЧВК, идем на развязку. Выберу ночное время, так как мне там, если вдруг ЧВК попадутся, было бы неплохо их там подстрелить, да? И поехали. Все, что надо, уже страховано. Итак, от развязки мне надо 11 диких, если будут ЧВК попутно. Ну а так надо заморочиться и пару раз сегодня обязательно выйти живым с развязки, чтобы закрыть дейлик и продвинуться по квесту барахольщика. Ну и как в ночь, так дождик на локации. Везет же мне, однако. Так, давай сразу фонарик настроим. Вот так вот. Так. Где это я? Ё-моё, я вообще на развязке. Вон там торговый центр в той стороне. Ну давай, по стандарту. Или я предлагаю вообще быстро попробовать это все дело сделать. Давай прямиком, наверное, через идею на ТЭЦ. И там попробуем выйти. Так как дейлики и основной квест у меня выход с локации, этим и займемся. А попутно, если будет возможность, будем стрелять диких ЧВК. Вот отсюда и начнем. Через подвальчик. Наверха даже заходить не буду. Нет никого. Пошли на ТЭЦ. А, наверху. Ну это дикий бегает, да? О, а это, по-моему, внизу. Вон он. Так, что справа тут был? А вот он. Нормально. А, еще пришел. Ой, красавчики. Ну то, что надо, пацаны. Вот так вот потихонечку и добьем сейчас этот квест, да? Тут троица, там, может быть, еще на ТЭЦ будет пару диких. То, что надо. СНБ патроны, кстати, я наварил в убежище. Есть такая возможность. И причем совсем дешево. Там емкость красного пороха. Чуть больше 20-ки стоит. И мультитул. Ничего себе, у него богато по луту. Что, деньги пронес? Давай, наверное, переедем в его разгрузку. Но тебе все равно уже ни к чему, да? Так, а этот где был? А вон он.
Чего интересного? Ого. А, вот тут, короче, друган мой бывал точно. Сука, ёбнули нашего! О, пришли, прикинь. А ты петуха! Нормально, еще двое пришли. Не, ну это... Так-то пастись. Конечно, удобно. Картоха нулевая. $50 000. Еще кто-то гундит, но это наверху, судя по всему. Еще идет. А, нет, наверху. Слушай, это, по-моему, ЧВК вообще, не? Притих. Ну ладно. Так, это мы смотрели? Нет. Ну вот. Ничего себе урожай снял. Вершки. Здорово. В какой-то веке совпало, да? Что когда нужны дикие, и диких куча. Он пришел сюда. Да вот! Хорош. Вот это здорово. Опять перезагрузка сервера. Че я так удачно-то попадаю? Че сегодня? Всякого рода перезагрузки серверов. Ладно, погнали на ТЭЦ, в сторону выхода. Дикие порадовали присутствием. Вполне возможно, что еще и там на ТЭЦ сейчас будут дикари. Челоботы, я думаю, уже не подъедут. Их не будет подгружать. Хотя... Вон, вижу, там какой-то силуэт идет. Так что и там тоже дикие есть на ТЭЦ. Так, надо патроны докинуть, чтобы полный магаз был, да? О. Пойдет. Как-нибудь мне надо сократить дистанцию аккуратно. Чтобы все было правильно. Все отлично. Служивый! Подожди. Я в темниках там не сориентировался бы быстро. Точно бы навалял мне. Ну давай хотя бы куртки глянем, чтобы по тяжелой прям не лутаться. И домой поедем. А если машина есть, поедем. Что-то я разогнался, как будто там уже машина 100% стоит.
Так. Ну чё, попадос вам тут всем? Залётные. Ага, зашевелился, видимо. Есть машина, зашибись. Походу он внутрь пошел. А, вот здесь уже. Да, это он. Это он с калаша пилил по мне. Еще 5 рублей. Благодарю. Быстрый осмотр. Ладно, не буду уже по этим компьютерам, картотекам смотреть, загляну еще в тайничок. И хватит. Ну вот и деньгу чуть-чуть подколымели, да? О, да тут вообще приятности, смотри. Что-то вот так это, вот так. А, мне ее не унести, представляешь? Чем-то пожертвовать, или топливом, или сюрвом. Ладно, сюрв. Дело наживное. У меня там дома есть еще один запасной, по-моему. До центра за 4 с чем-то, братан. Все, ждем тачку и едем домой. Нормальный быстрый рейд. Еще и диких настрелял. Около 13 минут, около 4000 опыта и 7 диких. Все идут, получается. Да, дистанция везде хорошая. Пока обновляется сервер, господа, я предлагаю сделать оружейник, часть 13. Нам нужно собрать MPX с пистолетной рукояткой Tactical Dynamics Skeletonized Grip, пламегасителем Аннигилятор и тактическим фонарем Steiner Lastak 2. Прицельная дальность нужна больше 300, эргономика выше 52, масса меньше 4 кг, сумма отдач меньше 180, только никому говорить не говори, зачем тебе это. Это кто-то собирает пушку на решалу, короче. Ну, наконец-то, колдовал и наколдовал. Перебрал, конечно, пушку туда-сюда пару раз, но в итоге собрали то, что нам нужно по квесту. Модифицировали MPX до необходимых параметров с нужными модулями и можем закрывать оружейник часть 13. Награда по-прежнему радует, конечно. Оружейник часть 14. Необходимо модифицировать АК-МН, но этой пушкой займемся либо в конце этого выпуска, либо в следующем. Обновление накатили, клиент я обновил, перезашел в игру, все нормалек, игра доступна. Поехали еще раз на развязку за ЧВК. Мне осталось дострелять всего 4 диких на развязке, и я смогу закрыть квест. Если еще и выжить получится, то я дейлик еще закрываю. О, прям на ГЭС, надо же. Это что получается? Мы можем сразу и выехать? Получается, да, машина есть, пацаны. Но нам нужны очки опыта немного, чтобы пробежки не было. Да что тогда, давай. Так и сделаем. Все равно мне для барахольчика 3 раза надо будет выйти. Попробую. Быстренько тут лутану все, чтобы опыт был. И вся любовь.
Прям все буду подбирать, чтобы опыт копился. Я думаю, этого достаточно будет, чтобы хотя бы ТЭЦ залутать и выйти с локации. А может, дикий подспавнится какой-нибудь поблизости. Кто его знает? Когда он моргает. О! Фриз хороший был. Подгрузились дикари. Похоже, что не у меня здесь, да? What the fuck? А где машина? Я готов поспорить, что я видел машину. Это что за дичь? Прикольно. Ну ладно. Неужели я ошибся? Так, а что сюда еще складывать? Болтики я потом не продам без галки. Ладно, один сахар, он все равно стоит дороже, чем сюрф. Пусть не намного. Я вообще не понял этого юмора. Ну ладно. Оказывается, и такое бывает. Вот это вот повыкидываем. Нафиг мне это таскать, да? Да и реле с платой, я думаю, ничего не стоит сейчас. Это заберем. 100 лет я уже не находил миксера, если честно. Вообще необъяснимый какой-то факт. Я когда появился, я повернулся, я мельком машину увидел. А, ну вон оно что. А, ну вон оно как бывает. Тогда будем действовать по ситуации. Получается, пойду в сторону МЧС выхода. Да и все. Там посмотрю дикарей. На заднем дворе Олли. Будут хорошо, не будет, да и бог с ними. Мне достаточно, я думаю, опыта. Да и мешок уже он полный. Нормально. Блин, какая хорошая комнатка это, а? Это мне пригодится? Нет, по-моему, да?
То в одном ящике радости, то в другом. Можно было, кстати, ракетницу взять с собой. Хотя, что, какая ракетница? И так полный мешок, да? Маска пестевая. Это же тоже деньги хорошие. Это же 50 тысяч. Сейчас выкинем что-нибудь. Даже можно, наверное, бынтик выкинуть, да? А! Можно было шину выкинуть. Я его уже не подниму. Через верх поднимусь. Сверху-то все виднее. Получше. Если будут дикие на заднем дворе, диких там стрельнем. Чтоб, если что, совсем не впустую выйти. По дикарям. Да и все. Есть еще кое-где сумки. Там сзади, вон сумка, внизу тут модули, кое-какие, ящик оружейный. Есть что пошукать. Ну, я, пожалуй, уже пойду прямиком. Мне вполне достаточно того, что я имею уже. Цели совсем другие были на рейд. О боже, я же не в тупик пришел. Я в тупик пришел. Опачки. Нормально. Сюрф новый лежит. У меня тоже 15. Нулевый. Это можно вот так вот сделать. И забрать сюрф. Тарков взял, Тарков дал. Нормально. Всякой всячины насобирал. Видно диких на кассах. Не, ну тут на заднем дворе точно 1 или 2 должны быть диких. Ох, как оно неудобно там торчит. Приспособление это самое. Где оно там? Так вот, чтобы в случае перезарядки у меня магазин не вывалился на землю. Диких вообще нет. Я не вижу. Нормально. Ладно, тогда пойдем дейлик закрывать. Все, я на месте. Спокойный крайний рейд получился. Быстренько туда-сюда и домой.
11,5 минут, чуть больше 1000 опыта, этого достаточно, чтобы был статус «Выжил», и мы сейчас закрываем дейлик. Выжили, вышли с развязки пару раз, получили немного опыта, немного денег и кое-что по железякам. Пойдет. Кстати, я один момент не досмотрел в предыдущем выпуске. До 38 уровня персонажа докачал, а до короны докачать, чтобы лыжника, мне осталось всего на 600, получается, тысяч наторговать, с ним обороты сделать. Сделаем это следующим образом. Я у него куплю 5000 евро за 575 тысяч. Может быть, этого достаточно будет? Да, так точно. Все, лыжник у нас с коронного уровня. Последнее осталось выживание, выход с локации, развязка для барахольщика, и мы сможем закрыть еще один большой, я считаю, квест, потому что 7 раз выйти с этой развязки, это может затянуться, но долго. Ну и диких, естественно, я еще не добил, мне осталось 4 до 40, и дело в шляпе. Еще и для терапевта закрыть сможем, я думаю, сегодня квест. Так, я на дороге. На дороге на шоссе. Даже не знаю, наверное, смысла нет здесь ждать диких. Давай тогда воле в подвал. Оттуда начнем свое приключение. Где-то тут тайник был. Вот тут, по-моему. Вот он. Сам Тарков велел посмотреть тайничок. Пойдет. Да что такое? 9... Я же... Почему? За что, Тарков? Я же сервер не менял. Опять обновляешься, что ли? Так, давай внимательно. Здесь в подвалах смотрим. Дикарей. Поднимаемся в Олли на кассах, смотрим дикарей. Потом на заднем дворе Оля смотрим дикарей. И в сторону ТЭЦ выдвинусь. К выходу. О, есть. Поближе подойду. Один. Один готов. Ух, закрутило его что-то. Аж испугался. Ой, я медицину-то не взял. Такая судьба злодейка. Появился дикий. А, это походу челобот подъехал. Что-то мне так кажется. Представляю, как ему досадно появиться и тут же... Ну как он так появился рядом с ЧВК? Тарков злые шутки шуткует. Ну, тем не менее, двое уже есть. Удача однозначно на моей стороне оказалась в этой ситуации. Нужен дикий? На, получай дикого. Не понял, а это как происходит вообще? Фух. Дикие как будто отказываются сотрудничать, да? Что-то стоят такие неприкаянные. Это мы сделали уже? Непонятно. Но тем не менее остался один дикий. Всего один. Может быть, даже на ТЭЦ не надо будет идти. Так, я, пожалуй, большой магазин все-таки заряжу. Какая-то дичь, честно говоря.
Не до конца мне понятное. Ну, естественно, когда остался один дикий, я его здесь не найду. Но если здесь найду дикого, добью квест, то я выйду на МЧС. Если нет, то я пойду на ТЭЦ по-любому. Так как мне в любом случае надо будет дикаря достреливать. Похоже, что тут нет никого. Похоже на то. И придется мне идти на ТЭЦ. Выходит. Блин, ну давай, братюня, может ты здесь где-нибудь заблудился? Будь другом. Ой, хорош. А дикие, короче, сломались, пацаны. Вот что я вам скажу. Они стоят, просто ничего не делают. Они как будто выключились. Их просто отключили. Как-то так. Ну, я тут ни при чем. Однако квест я сделал. С убийством диких на развязке. И это хорошо. Значит, идем на выход на МЧС. Еще и успеваем, наверное, до таймера дойти. До истечения времени. Чтобы не рисковать лишний раз. Понятно, я видел комментарии о том, что пишут ребята, что можешь не париться насчет того, что выживешь или нет, лут твой весь останется, но насчет статуса я переживаю. Это выключим, чтобы не палиться. Тут уже рукой подать до выхода. На ощупь доберемся. Вот такая тема. Ну, круто повезло мне с дикими. Не хотел я бежать на ТЭЦ. И не зря проверил, зашел туда внутрь. Все получается, я дома. Ну вот, успел еще и до конца таймера. Хорошо. Хороший, быстрый рейд. Ну, сказка прям. Около 8 минут, пару кусков опыта и ровно 4 диких, которые мне нужны были на дистанции менее 60 метров. Служба дезинфекции, квест пройден. Мы настреляли 40 диких на развязке на дистанции менее 60 метров, при этом были в респираторе. И для барахольщика закрываю квест «Ночь распродаж», вышел с локации развязка 7 раз. Открылся квест «Путь охотника», переучет с убийством Килла и нахождением в рейде его бронешлема маска 1Ч килловской. Оказывается, этот квест открывается после «Ночи распродаж» для барахольщика. Не знал. А еще барахольщик открывает квест «Модник». По этому квесту нужно найти и убить Киллу 100 раз. Гонево, как по мне, но кому-то по приколу. Так, господа, следующий квест, который я хочу попытаться выполнить, это квест, который будет на маяке. Мне необходимо будет добраться до вертолета и пометить его. Где она? Вот она, простая задача, часть первая. Найти вертолет на водоочистной станции на локации маяк, ну и пометить его. Я знаю, что у меня много там квестов разных всяких, но я не хочу валить все в одну кучу. Хочу, чтобы у меня была конкретная задача с конкретными какими-то там целями, да? Иначе, если я начну делать все квесты и сразу, то ничего хорошего из этого обычно не выходит. Так, вот такой теперь у меня будет прицел. Он, я так считаю, поудобнее, да, чем тот, что был у меня. Так, я на маяке, в общем-то, подгрузился примерно, не знаю где, примерно, по-моему, как раз за водоочистными, да? Да, вот оно озеро. Будем пробовать тогда.
Сейчас пару отступников туда-сюда снимем. Будем пробовать маячить вертолет. Вообще, по идее, спаун у меня хороший, удобный. Для дела, которое я запланировал. Мероприятие. Так. Да у меня сейчас слева спауны, со всех сторон там спауны, да? Ладно. Смотрим. Кого мне нужно будет снять? Мне нужно будет снять 2 крыши вот эти. Да и все, в принципе, крыши, чтобы туда вниз спокойно спуститься потом, да? И там еще которые... Ох, я так открыто сижу прям. 1 отступник. Снят на крыше. Так, надо запомнить, если ствол вверх, значит никого там нет. Не знаю, где тут мины. Я, сами знаете, что на маяке не часто играю. Сжимается сердце. Прохожу вот по такой зеленке. Каждый раз кажется, что я сейчас на мину наступлю. Так. Здравствуйте. Вижу красавчика. Неудобно. О, удобно. Еще один отступник. Он еще один. Тех вдалеке я не увижу, наверное, да? Блин, жаль. Надо подходить ближе. По-хорошему. Тут тишина. Зашибись. Так. Пока выглядит все перспективно. Вон он сидит. Есть. Ага, этот вниз поскакал. Едва различим там силуэт. О, я ж патроны не докинул. Дозаряжаюсь. Я его не достану отсюда в такую погоду. Сейчас руки как раз отдохнут, пока патроны докидаем, да? Блин, мне бы гости никакие не пришли с этой стороны. Ну, как вариант, можно, наверное, подождать, пока он там успокоится и уйдет на свою позицию. Фиг его знает, когда он моргает. А мне надо спускаться куда? А, вот сюда. Что, попробуем? Или дождаться того товарища? Все-таки. Вон они возятся. Кто это, ЧВК? Похоже, что ЧВК.
как руки-то устают. Ну, разок можно стрельбануть, чтобы припугнуть их, да? Где-то профукал я одного отступника, где-то он присел за пулемет и дал мне по башке с крупнокалиберного. Бывает. Но 4 мы застрелили, уже не так обидно. Я готов, собрался, взял М700. Страховать даже, наверное, не буду эту волыну. Уже так чисто сольются, так сольются. Они мне особо не нужны. Продавать неохота. И пусть, в общем, по делу используем, по назначению. За ЧВК также идем на маяк 1521. Страховать буду шлем уши и бронеразгруз. Это, кстати, 6 класса бронеразгруз. Неплохой такой. Мало, конечно, в нем ячеек, но мне, в принципе, больше это и не надо. Пробуем еще раз. Буду повнимательнее теперь смотреть на этих крышах. Что-то я там не доглядел и быстро поплатился за это. Но это вполне нормально. Так. А теперь я где? А, тут край карты, да? Ой, ё-моё, я на коттеджах, получается. Ладно, понял. Будем тогда с этой стороны двигаться. Да, все правильно. В той стороне выдать честные. Значит, отсюда будем подходить. О, как хорошо видно тут там. В ту сторону все оказывается. Недурно, недурно. Так, тут я спущусь. Тут попроще, да? Вот так. В хате, говорите, в ящиках аккумулятор можно найти, да? Ух ты. Это ЧВК 100%. Кто там с СКС-кой будет ходить? Он еще и не сглушенный СКС. Ну вот это, блин, капец. Ой, не туда. Нет, нифига. Ладно, бог с ним. Мы сейчас пойдем, если по лоту, то это... Пипец, конечно, будет. Хотя давай, мы не по луту, у меня же ключ от вот этого дома есть. Вот этот дом посмотрим, и вот тут есть ящик снабжения, насколько я помню. Будет неправильно пробежать мимо. А там вдруг аккумулятор танковый. Не то чтобы у меня там прям край как нужен, но хотелось бы попутно. Найти до Бридзе. Сюда. Вот так вот. Вон конява уже на диване лежит. Красивый, счастливый. Хавать будет что? Автомобильный. Еще хавчик. Понятно, понятно. Ладно.
Любопытство свое удовлетворил. Теперь пойдем потихонечку туда. По этой стороне лупили. Где-то там, то ли по камням, то ли по... В общем, по той стороне жахали. Как-то так. А, СКСер где тут был? СКС-очка у нас. Отсюда я... О, отсюда я увижу его. Пойдет. Эх, по кому он копоти давал? Кого-то же он там видел, стопудово. Они же просто так не стреляют. Как там мины, говорит. Я зря, наверное, вот так вот выхожу, да? Ага, сидит. Есть кабанчик. Угу. А там того не вижу. Ладно, с открытой уйду. Теперь я его вижу. По-моему. Или не вижу. Не совсем понятно. Тут сидит пулеметчик. АГСник. Не могу разобрать. Ага. По кому же ты пилил, а? По скалам? По-моему, как раз трассер оттуда со скалы. А это про меня. Вон он. Понял тебя. Давай патроны докинем. Если я сейчас пойду и недобитые останутся эти отступники, что мне грозит? Вот этот пулемет может, да, занять? Если там наверху кто остался. Вот отсюда хорошо прямо его видно, но там нет никого. Пулемет вверх смотрит. Этот пулемет не теперь все молчит. Вот отсюда, с этой крыши могут дать копоти. Если их чувака не убил. И вот этот АГС на углу может, да? Дать жару мне. Ладно, давай попробуем. Спущусь туда вниз.
Попробую вертолет пометить, а там уже по ситуации. Там где-нибудь его укрытие, я думаю, найдем. В случае чего. Главное, чтобы под ЧВК ни под какого не попасть. А то, кто на опыте, игроки, я думаю, вполне могут спокойно сидеть в засаде и ждать, пока кто-нибудь выдаст свою позицию. И при этом не стрелять по отступникам. Так, не туда пошел. Нужно вот сюда. Ну, эй. Блин. Это грустно. Как сделать? Вот так вот. А дальше? Давай. Есть, забежал. Пробуем. Дождусь, пока приживется маяк. Пока шевелиться не буду. Ой, ё-моё. Какая-то глушенная очередь. Кто очередью может быть глушенной? Вряд ли ЧВК, мне кажется. Я думаю, что это отступник там на крыше стреляет, на третьем ангаре. Давай, давай, давай. Блин, выживание, выход нужны. Ёлки-палки. Груз X, противостояние. Там, тут, топливо. Вот, выжить, выйти с локации надо будет. Ядрёна вошь. О, отступников 3 осталось. Путь охотника. Как-то мне надо, блин, как-то что-то как-то хитро, да, делать. А не вот это вот все. А если это ЧВК, то он на скалах, как пить дать. Как бы мне технично-то свалить отсюда. Вот так. А, вон он. Оуч. Базара, Зира, ты джибошишь. Ну вы поняли, да? Проблемы имеем. Живот выбили. Мне нужно по шурику пришивать живот. Все, я схавал аптечку, не долечил децл ноги и руки. Вообще не вылечил никак. Но я знаю зато в каком направлении двигаться. Где они есть. Можно ли тут залезть на эту трубу? Получается, можно. Так. Не пойму, что с АГС. Есть он там, нет? Нет, и получается. Что там, где мой обидчик?
Убежал гаденыш. Ну, естественно, что, ему на одном месте стоять, что ли? Руки устает, зараза. Так, АГСника я не дострелял. Вполне возможно, что это и был этот самый АГСник, да, который вниз спустился и там патрулировал. Такое быть может. И еще стреляли глушеные по мне. Стреляли со стороны третьего ангара. Третий ангар. Может его попробовать посмотреть? Отсюда получится у меня это сделать? О, да. Частично. Вообще, по-хорошему, я бы сместился к первому ангару. Так-то. Оттуда было бы, я думаю, что немного легче. Что мы имеем? Какие возможности у нас есть? Блин, пока не буду пить. Там где-то он с автоматом лазит. Вот это вот меня смущает. Если бы его получилось сейчас снять, это совсем по-другому было бы. Не вижу. Ой-ой-ой. Твою мать. О, я застрял. Твою мать, тут наземные, оказывается, эти. Диса, куда тебя занесло, а? Куда? Может, алло? Дружить будем? Я тоже этого Юсека выбрал. Хотя, учитывая, что я первых стрелял, никто со мной дружить не будет. Damn, I'm so tired of this walking. Так. Фигня война, главное маневры. I see a bandit. Они даже не почувствовали ее. Откуда тот гаденыш стрелял, а? Твою мать. Тяжелое. Тяжелое кровотечение. Отвоевался нахрен. Fucking terror group.
Ай, блин, я уж было понадеялся, что я ноги сделал от этого. Я нашел вертолет на водочной станции, пометил его, но выжить мне не удалось, однако квест можем закрывать. И это хорошо, потому что у меня открываются следующие квесты, например, разведка. Там же на маяке мне нужно посетить крышу первого, второго и третьего офисного здания на маяке. И простая задача, часть вторая. Мне необходимо будет обезопасить территорию вокруг вертолета на водочной станции на локации маяк. 20 человек там положить надо. На сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, выпуск понравился. Благодарю за вашу поддержку, пальцы вверх и добрые комментарии. Хорошего всем настроения, приятной игры. Увидимся, услышимся в следующем выпуске. До свидания.